Друзья, здравствуйте! В предыдущем видео я показывал вам, как преодолел более 50 километров по пешеходной тропе в штате Миссури до небольшого городка на 135 жителей. Сегодня я хочу подробнее остановиться на маленьких населенных пунктах в этом прекрасном штате, в самом, не побоюсь этого слова, географическом сердце Америки, и рассказать вам подробнее о 4 маленьких городках – Хартсбург, Тебетс, Мокон и Клейсвилл. Если вас интересует хайкинг, то ссылку на предыдущее видео вы найдете в описании. Но сделайте это немного позже, потому что сейчас я тоже затрону тему пешеходной тропы Кейти Трейл. Вы на канале Как перекати поле, и мы начинаем. Сепарти. Итак, как я рассказывал в предыдущем видео, все эти городки примечательны тем, что находятся по пути следования пешеходной тропы Кейти Трейл. Это национальный парк, который пронизывает весь штат Миссури с востока на запад. И по нему пешком либо на велосипеде можно добраться от Сент-Луиса и почти до Канзас-Сити. Раньше на месте тропы проходила одноименная железная дорога, но на данный момент она не функционирует. А ту железную дорогу строили в свою очередь по маршруту следования экспедиции, важной для истории Америки, экспедиции Льюиса и Кларка, когда они, собственно, прокладывали путь от тогдашних американских территорий, которые заканчивались как раз на Сент-Луисе, и дошли прямо до западного побережья, до территории, на которой ныне существует штат Орегон, известный своим мегаполисом Портленд. К слову, где-то там может жить небезызвестная семейка Симпсонов, по инсайдерской информации. Немного подробнее я рассказываю об экспедиции Льюиса и Кларка в своем длинном видео о Канзас-Сити. Ссылка сейчас появится в правом верхнем углу, и также она будет в описании к видео. Тропа насчитывает около 400 километров. Если вы хотите преодолеть ее пешком, то это отнимет у вас 100 часов непосредственной ходьбы. Ну, за неделю с ночевками в комфортных кемпингах пройти можно. На велосипеде это вообще всего лишь 25 часов. Так что единожды переночевав в маленьком уютном мотеле где-нибудь по пути, вы можете добраться из одного мегаполиса до другого. Упомяну также, раз уж речь зашла о расстояниях, что на автомобиле вы доедете за 3,5 часа, а на поезде за 4. К слову, мотели для ночевки есть во всех городах, о которых я сегодня расскажу, кроме Клейсвилла, но это и не город. Стоит заметить, что совокупное население всех 4 городков, о которых сегодня пойдет речь, не превышает 400 человек. И формально городом является лишь самый густонаселенный из них – Мокон. Там проживает аж 187 человек, согласно переписи 2022 года. Немного меньше по населению Хартсбург, в котором проживает 135 человек, официально имеет статус деревни. Хотя Хартсбург – это самое уютное и интересное место из всех 4, но об этом немного позже. А вот Тебетс и Клейсвилл всего лишь некорпоративные сообщества. Тебетс насчитывает 64 жителя, а по Клейсвиллу нет данных вообще. По большому счету, Клейсвилл – это лишь знаменитый среди населения ближайших городков кафетерий и семья, которая владеет им. С Клейсвилла и начнем. Будем двигаться от менее населенных и менее интересных деревень к более интересным. Вот здесь есть ресторанчик маленький местный. Я к нему сейчас чуть подойду, он, видимо, сейчас не работает. Я про него сюжет смотрел на YouTube. Это вот такое место, где велосипедисты и хайкеры, как я, могут прийти и что-нибудь скушать. Очень локальное место. Его знают только те, кто ходят здесь. Красиво. Такие фонарики повесили. Все довольно симпатично. Вот по этой дороге до него можно доехать, видимо. Клейсвилл Store Restaurant. Jesus. Они тут с Джизусом. Что хорошо. Люди, которые с Джизусом, они добрые. Клейсвилл был основан в 1844 году и назван в честь Генри Клея, государственного секретаря штата Кентукки, который помог организовать и позже баллотировался в президенты от Национальной республиканской партии США, которая выступала за отмену рабства в стране и является идейным предшественником современной республиканской партии, от которой в наши дни в президенты выдвигается Дональд Трамп. Вот какая-то машинка с собакой приехала. Видать, куда-то еду в док-парк гулять. Решил немного себя зафиксировать на этом месте. Мне тут нравится, довольно уютно, хорошо. Солнце светит удачно. Возвращаясь к Клейсвиллу, больше интересной информации об этом месте нет. Кроме как то, что почтовое отделение ушло отсюда аж в 1908 году. И с тех пор единственной вехой цивилизации здесь остается кафешка, которая набирает уверенные 4.9 балла из 5 в Google картах и может предложить вам тарелочку куриных крылышек за $16. Видимо, столь высокий балл является следствием того, что посетителями кафе становятся уставшие путники, как я, в этом безальтернативном мире зажаристых куриных крыльев. К слову, работает кафешка лишь по несколько часов дважды в неделю. Следующее некорпоративное сообщество на 64 жителя – Тебетс. Сразу упомяну, что назван Тебетс не в честь района Центральной Азии Тибет, а в честь офицера американской железной дороги по фамилии Тебетс. В отличие от Клейсвилла, в Тебетсе все еще работает почтовое отделение, которое было открыто аж в 1895 году. Так что при желании вы можете найти здесь друзей и прислать им рождественские открытки. Кроме того, в Тебетс присутствуют 2 объекта, занесенных в реестр исторических мест США. Одно из них – это Оукли Чапел, то есть часовня Оукли.
Африканская методистская церковь. К сожалению, когда я приехал в Тебец, я забыл провести предварительные исследования, что нужно увидеть в городе, и до этой церквушки решил не идти. Но оказалось, что это важное сооружение с интересной историей. Она была построена еще в 1878 году, сразу же после гражданской войны в США, когда было отменено рабство. И правительство передало кусок земли в Миссури, прямо здесь в Тебеце, во владение Африканской методистской церкви, после чего был возведен данный одноэтажный храм, существующий по сей день. Второй объект, занесенный в реестр исторических памятников США, не физический. Это факт, что когда-то в 2 милях от Тебеца был другой населенный пункт под французским названием Кат-Сан-де-Са. Это лишнее напоминание о том, что когда-то французы играли большую роль в Миссури. И этот город мог стать столицей штата Миссури, но из-за опасности наводнений было принято решение перенести столицу штата на другую сторону реки Миссури. И с тех пор по наши дни столицей является Джефферсон-Сити, получивший с тех пор серьезное развитие, и где я на данный момент проживаю. Помимо упомянутой выше часовни Оукли, в Тебеце есть еще один красивый храм – Объединенная методистская церковь, а также здание почты и бывший банк, который на данный момент бар для местных. Банк, здание почты. Да, вы не ослышались. Когда-то здесь был целый банк и еще много бизнесов, но со временем они закрылись. Здесь, короче, интересное явление – это ящики всех жителей города. Чтобы слишком далеко не отъезжать, просто вот пришел, забрасываю почту. Ну, он какой-то автобус, это, видимо, чей-то, хотя он вряд ли ездит. Трактор стоит прямо на баскетбольной площадке, чтобы каждый тракторист спокойно мог сыграть в баскетбол, если он захочет. Вот такие кольца немощные. Вот это кольцо, это, конечно, вообще насмешка какая-то капитальная. 3 сантиметра прыжка я забью сверху здесь. Кроме того, здесь есть хостел, где может переночевать и бессильный путник. Не как я, у меня сил много. Вот за моей спиной находится шелтер, где можно переночевать, если ты по этой тропе ходишь зачем-то. Ну а мы двигаемся дальше. И теперь у нас на очереди самое красивое и развитое место из всех 4. Это городок Хартсбург, точнее деревня. Вот он. Мы здесь. Ой-ой-ой, не развались только. Я уже показывал его в своем предыдущем видео, в котором я шел по пешеходной тропе Кейти Трейл, более 50 километров до этой деревни. То часовое видео вы можете найти в описании. Также оно всплывет в правом верхнем углу. Официальный статус Хартсбурга – это деревня. И живет в этой деревне 139 человек. Несмотря на столь малое количество резидентов, Хартсбург знают по всему штату благодаря знаменитому фестивалю тыкв, который проводится здесь ежегодно в октябре, начиная с 1991 года. Я очень хотел, как и многие другие жители штата, приехать сюда 12 либо 13 октября, но, к сожалению, у меня не получилось. На фестивале выступают местные музыканты, продают много еды, приготовленной из тыкв, а гвоздь всего фестиваля – это выбор самой большой тыквы. Ради этого зрелища сюда и стягиваются сотни людей. Хартсбург был назван так первопроходцем данной местности немецкого происхождения – Лютером Хартом, в свою собственную честь. Максимальное число жителей здесь достигало 211 человек, но было это в далеком 1920 году. С тех пор население потихоньку уменьшается. Расовый состав населения вы можете наблюдать на своих экранах. Преобладают американцы европейского происхождения, но также есть как минимум один азиатского происхождения. Здесь, как и в Тебец, есть одно здание исторического значения, а именно здание Самуэля Хакмана, в котором в данный момент располагается неизвестно что, но которое было построено в 1897 году в позднем викторианском архитектурном стиле и являлось продуктовым магазином, в котором жила семья самого мистера Хакмана. В Хартсбурге присутствуют хостелы, 2 церкви, почтовое отделение, спортивная площадка, 3 ресторанчика и 2 магазинчика. Не знаю почему, но кажется, немного большей популярностью пользуется Хартсбург Hitchin Post, в котором подают пиво. Чем если мне угодил The Berg Shore, я не приложу ума. О, дог. Все, мы не шутим с догом. Так, у меня, видите, тень неудачно падает, я пытаюсь догов снять. Они меня облаяли, они вон там находятся. Догов я люблю. Главное, чтобы их не спустили на меня. Смотрите, что это. Напоследок замечу, что один из современных политиков, родившийся в Хартсбурге, смог поступить в Ельский университет. Хартсбургцы гордятся им. Красивая шапелла, красивый храм. Все очень-очень прилично. Decent. Открыточного вида, конечно, храм. Очень красивый. Не знаю, в каком году он построен, но выглядит так, как будто бы очень давно. Ну и вообще весь городок, как я уже сказал, открыточного вида. Люди вот ездят на велосипедах, тут жизнь течет. Вообще классно, классное место. Девочка играет в бейсбол одна, кивнула. Милый человек. Там вот баскетбольная площадка, посмотрите.
Сейчас пойду прыгать на кольца. Здесь что-то подзаросло. Так, интересно, а мне-то можно в этот парк? Или он только для местных? Красиво, очень красиво. Вот это вот помоднее, помолодежнее. Написано, что основано в 1894 году. Нифига себе. Тут у них даже детская площадка есть. Представляете, население 133 человека. У них вот такой вот парк. Ну, про церковь я вообще, конечно, молчу. Вон какой амбар. Классный. Парковочка, чтобы можно было приехать наслаждаться. Это детская площадка. Но мы идем кольцо проверять баскетбольное. Потому что, как вы все знаете, я неравнодушен к баскетболу. Вот такое кольцо. Сейчас посмотрим, смогу ли я до него допрыгнуть. Я думаю, что да. Потому что могу почти до любого допрыгнуть. Вот такой я молодец. Ну и, конечно, себя по традиции фиксирую рядом со значимыми сооружениями этого городка. Я вот сильно сомневаюсь, что в странах бывшего СНГ деревня на 133 человека могут быть такими уютными. Ну, серьезно, я как бы не хочу восхвалять, типа там, что Америка супер-мега страна, все остальные стрёмные. Нет, как бы, но что есть, что есть. Вот инфраструктура у них хорошо развита в маленьких населенных пунктах. Прям, ну, хорошо. Decent. You know what I'm saying? Вон ребенок как будто прямо в храм идет, посмотрите. Вот здесь вот описание про этого города. Короче, в городе проводится Pumpkin фестиваль больших тыкв. Возможно, тут побываю в октябре, если еще не уеду. Вот это вот все я у себя в Инстаграме выложу. Можете подписываться на мой Инстаграм. Ссылку я прикреплю. Или в описании посмотрите. И вот если хотите почитать, то почитайте про этот городок. Все хорошо описано, классно. Ну что же, пришел момент, настало время поговорить о самом крупном городе на сегодня. И это буквально город Макан. Оказывается, у Мокона еще есть какая-то суперистория, поглядите. С 1818 года началась. Чем это они тут занимались? Город на 150, кажется, жителей. Или около того. По переписи населения 2022 года здесь проживало аж 187 человек. И он является ни много ни мало 752 из 959 официальных поселений в Миссури. К слову, деревня Хартсбург, о которой речь шла выше, на 813 месте. А Клейсвилл и Тебец в данном рейтинге вообще не значатся, так как являются лишь сообществами. Друзья, чем хорош Мокон? Тем, что у него есть спортивная площадка с бейсбольными полями. Мы таким, конечно, не пользуемся, нам зачем с вами бейсбольные поля? Но, наверное, американцы радуются, не знаю. Ого, кое-что интересное мне все-таки удалось раскопать. Это что ли городская тюрьма? Или что это такое? Интересно. Дом Хоббита. А с другой стороны вот такое здание. Свой рассвет Мокон пережил в далеком 1920 году, когда здесь еще была железнодорожная станция и проживало аж 726 человек. И скажу вам так, Макан хоть менее туристически привлекателен, чем предыдущая образцовая деревня Хартсбург, но с тех пор, когда 100 лет назад он являлся достаточно крупным поселением, Макан сохранил вайб настоящего американского города. Здесь есть даже привычный даунтаун на центральной улице с несколькими когда-то коммерческими зданиями. Почтовое отделение здесь появилось раньше всех, в 1849 году, и существует до сих пор. Город гордится своей школой, у которой есть стадион для американского футбола, способный принимать зрителей, и бейсбольное поле. Город Моконе уязвим для наводнений, и дважды в своей истории город был смыт. В 1951 и 1993 годах. Вы правильно заметили, я не знаю, как произносится Мокон, Маконе, Макан, поэтому произношу по-разному. Уже на монтаже узнал, что название города произносится Мокейн, и в 2019 году здесь снова был потоп, не такой разрушительный, как в предыдущие годы, но подтопило порядочно. На ютубе есть видео об этом, которое снял местный житель. Кстати, прадедушка автора этого видео строил это сооружение, и это действительно было тюрьмой. Когда-то здесь был магазин продуктов, но сейчас нет ничего. Жуть полноценная, посмотрите. Написано, что это открыто прямо сейчас. Жуть вообще. Ну что же, спасибо за просмотр, буду очень благодарен лайку и комментарию с любым текстом. Мне не важно, что вы напишите, напишите что-нибудь. Смотрите другие мои видео о путешествиях по неочевидным городам США. Пока!